Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня у нас будет обзор совсем не древней камеры, а вполне себе современной полнокадровой беззеркалки от Nikon. В их модельном ряду это самый доступный фотоаппарат, а модель называется Z5. Если совсем коротко, на первый взгляд, резюмировать то, как эта камера ощущается, это скорее немножечко урезанная Z6 упрощенная, при этом даже местами, наоборот, чуть улучшенная, чем Z6 вещица. Например, из урезанного здесь матрица без обратной засветки, что, конечно, сказывается на качестве картинки, но не очень сильно, абсолютно не критично, я даже так скажу. Плюс разрешение у дисплея. Здесь урезали, уменьшили его, но это тоже не самая важная вещь, в общем-то. Зато теперь в этой камере нормальный слот на две полноценные человеческие SD-карточки, а не убогий слот на одну карту XQD, которая нахрен никому не сдалась. И теперь камеру стало возможно заряжать от пауэрбанка, даже когда она работает. Ну и прежде чем мы примемся как-то камеру разбирать, изучать ее начинку и что она вообще может, я хотел бы поблагодарить моего товарища, который камеру эту подогнал. Уже традиционно поблагодарить, потому что он постоянно мне какие-то классные, интересные камеры дает для обзора. Ссылка на его инстаграм будет в описании, так что подписывайтесь. Он делает довольно прикольные снимки с автомобилями. К слову сказать, в камере он довольно сильно разочаровался, и я очень большое количество от него негатива услышал в адрес Z5. Не могу сказать, что я с ним полностью солидарен. Камера, конечно, получилась не совсем уж однозначная, но и какой-то прям кошмарной и плохой я ее назвать не могу, у меня язык не поворачивается. Ну и перед тем, как я подробно расскажу вам о достоинствах и о недостатках этой камеры, хотелось бы, чтобы у вас было полное понимание того, как эта камера позиционируется. Для этого нам придется совсем чуть-чуть вернуться назад во времени, чтобы отследить то, как полнокадровые беззеркалки развивались, в какой последовательности они выходили и какая логика прослеживается у того, собственно, как модельные ряды формируются, скажем так. Все-таки full-frame беззеркалки появились недавно, всего лишь в 2013 году, когда Sony выпустила свою уже легендарную Sony A7. Логику Nikon проследить не так сложно, он и до того, как беззеркалки полнокадровые появились, придерживался определенного деления в своем модельном ряду на классы камер, и опиралось это деление в основном на то, какие матрицы в данный момент Sony может ему предоставить. Потому что, естественно, в Nikon стоят соневские матрицы. Понятное дело, что никонские инженеры их под себя настраивают, и, кстати говоря, очень неплохо настраивают. Потому что я даже не знаю, как это описать, но вот, к примеру, были у меня одновременно, допустим, камеры, у которых стояла одна и та же матрица, там AMX какая-то там на 16 мегапикселей, я не помню, какое точно название, то есть это была камера от Pentax, от Nikon и от Sony. У Sony самый херовый был цвет и самые херовые результаты камера показывала. Nikon был на голову выше, а Pentax вообще просто невероятно круто настроен был. То есть почему-то сами инженеры Sony не могут свои супер крутые сенсоры настроить нормально, а другие производители неплохо с этим справляются. Но тут я не говорю про Panasonic. Panasonic, похоже, что кладет болт на настройку матриц, цвета у них дерьмовые достаточно. Я немного отвлекся, вернемся в канву этой истории. Например, был D750 у Nikon, у которого матрица на 24 мегапикселя, в общем, соневская. Также был D810, у которого матрица на 36 мегапикселов. И самым высоким разрешением на текущий момент там у них D850 является тоже соневской матрицей, там 45 мегапикселов. И, в общем, логичным дальнейшим движением было в 2018 году, все-таки, когда Сонька выпустила Sony A7M III, на которую, кстати, у меня есть обзор, можно тут по подсказке посмотреть. Это была супер успешная камера, просто отличная во всех отношениях. Она на голову превосходила многих своих конкурентов, что в зеркалках, что в беззеркалках, по фокусу, по динамическому диапазону. Да, конечно, качество материалов там так себе, из которых она собрана, но в целом камера просто отличная, именно по соотношению цена-качество получилось. И, конечно же, Nikon с Canon встрепенулись, поняли, что пришло время, наконец, уже на рыночек-то выпускать свои беззеркалки. Долгие годы они там корпели над ними, что-то там какие-то тайные разработки вели.
ну, с постоянными утечками, потому что, в принципе, когда они их выпустили, ну, люди, которые следят за новостями фототехники, особо не удивились ни характеристикам, ни чему бы то еще. Ну, все же делали они их достаточно долго, достаточно муторно, потому что, во-первых, создать новый байонет, разработать это не так уж легко, у него совершенно должен быть другой интерфейс, другой рабочий отрезок, нужно также подумать о том, как будут себя чувствовать люди, которые захотят со старой зеркальной оптикой перейти на него, то есть, соответственно, подготовить и переходник сразу же подходящий для этих камер. Та же Sony, когда они выпустили на байонете E Альфу 7, естественно, сделала переходник под A-байонет, который у них тогда был более, скажем так, востребованным, то есть у них тогда full frame был на минолтовском байонете. Ныне, к сожалению, мертвым. В общем, получается, нужно было убить двух зайцев и сделать что-то инновационное, и сделать так, чтобы люди спокойно, которые пользовались долгие годы их оптикой под другой байонет, могли постепенно, достаточно плавно мигрировать на новую технику. Canon, конечно, разработали новый байонет, но они просто впихнули всю начинку, которая была Canon EOS 5D Mark IV, в корпус без зеркала, а с электронным видоискателем, ну, гораздо меньше, естественно, по габаритам и весу, и назвали это EOS R. Но зато они сразу же сделали очень качественный переходник, и канонистам было довольно легко и просто бросать уже в помойку свои устаревшие эти зеркалки, этот хлам, и забывать о них навсегда, спокойно переходя на новые камеры. Nikon же представил сразу две камеры с абсолютно одинаковым корпусом, но с разной внутренней начинкой, то есть это была Z6 на 24 мегапикселя и Z7 на 47 мегапикселов. Опять же, как у Sony, просто Альфа 7 и A7R. Правда, никоновцы постарались все же чуть больше, чем Canon, и они сразу же уже в первом поколении своих камер сделали отличный, прям реально работающий стабилизатор на матрице. Но вот никоновский переходник FTZ был, ну, так себе, потому что очень многие стекла сторонних производителей очень плохо на нем работали или вообще отказывались работать. В основном, конечно, это касалось Tamron, но такой косячок реально запомнился. И плюс у них была серьезная проблема с тем, что они почему-то решили сделать камеры с одним слотом под карту памяти, и карту памяти выбрали стандарт XQD. Это, конечно, здорово, ну, как бы молодежно, современно, но до сих пор это и маукается. Очень многие люди на полном серьезе отказывались от покупки подобной камеры только потому, что они не хотели платить еще 20 тысяч сверху за покупку XQD-шки. Чуть позже в мир полнокадровых беззеркалок ворвались также еще Sigma и Panasonic в составе альянса L-Mount. За основу они взяли байонет от Leica SL. К слову сказать, свою беззеркальную полнокадровую камеру Leica выпустила на 3 года раньше, чем Canon и Nikon, и обзор, кстати, на Leica SL у меня тоже есть, можно посмотреть по ссылочке. Про Sigma мы, пожалуй, разговаривать сейчас не будем, это слишком нишевая вещь, я, конечно, Sigma очень люблю, но, скажем так, она немножко на задворках всей этой конкуренции, а вот Panasonic чуть позже зимой, уже, ну, чуть позже остальных, имеется в виду, в 2018 году, представил также свои полнокадровые камеры, сразу же две, так же, как и Nikon сделал. Это камеры Panasonic S1 на 24 мегапикселя и S1R на 47 мегапикселов. У них был также просто отличный стабилизатор на матрице и прямо-таки фантастический по разрешению, целых 5 мегапикселов IVF. Плюс у них ума хватило все же сделать слоты под карты памяти две штуки, один был под XQD, а другой под SD, то есть у человека всегда был выбор, но камеры получились просто огромными и тяжеленными, ну в принципе ничем особо от каких-нибудь заскорузлых доисторических зеркалок по габаритам не отличающимися, да и автофокус у них оставался все еще только контрастный. Все эти новинки фототехники, все эти новейшие полнокадровые беззеркальные камеры, естественно, стоили очень немало, они врывались на рынок, но с такими ценниками, какие у них были, ну, скажем так, народ, я бы не сказал, что сильно побежал их скупать как горячие пирожки. Ну, и, естественно, производители поняли, что, ну, все-таки нужно немножечко планочку-то понизить, потому что за огромные деньги супер крутые навороченные камеры готовы покупать профессионалы, у которых есть бабки, а простой любитель такую камеру не пойдет покупать, даже если это его первый full frame. Ну, ему проще купить на Авито какую-то ПУшную говнозеркалку. Сначала Canon выпустили камеру EOS RP, которая стала, в общем-то, самым дешевым полнокадровым фотоаппаратом на тот момент, имеется в виду новым, если в магазине покупать.
И EOS RP это, в общем-то, по сути, в другой корпус засунут, ну, в меньший, в более убогий, с меньшим количеством кнопок, засунутый EOS 6D Mark II, который сам по себе не очень крутой, ну, а тут еще и немножко его, ну, как бы сказать, менее удобный корпус запихали. Panasonic же сначала выпустили S1H, камеру, которая специализировалась именно на видеосъемке. Ну, этого от них, в общем-то, все и ждали, потому что все-таки Panasonic у людей у многих ассоциируется именно с видеосъемкой, и там было активное охлаждение, крутые настройки видео, классные возможности по съемке видео. Камера тоже, естественно, была дорогущая, но специалистам, которым она подходит, которые не пользуются автоматической фокусировкой, которым достаточно, чтобы там была ручная, для них камера реально зашла. Ну, в итоге Panasonic, естественно, тоже сделали камеру с пониженными несколько характеристиками и с более приемлемой ценой. И что самое интересное, все-таки с вменяемыми размерами и с более-менее нормальным весом. Это Panasonic S5. Ну, а затем и Nikon выпустили на свет нашего сегодняшнего героя Z5. Ну, до этого они выпустили Z50, PSC-камеру на байонете Z. Ну, что-то, честно говоря, Z50 какое-то говнецо. И вот это все я сейчас рассказал, чтобы вы понимали, как позиционируется Nikon Z5 на рынке. С кем и в какой категории Nikon Z5 конкурирует. С кем, собственно, ее уместно сравнивать, эту камеру. Потому что даже если сравнивать уже с 4-летней давности Sony A7M III, естественно, Сонька будет намного круче по динамическому диапазону, по качеству фокусировки, и с ней сравнивать, ну, не совсем уместно, она к тому же и до сих пор дороже. А вот если сравнивать Nikon Z5 с Canon EOS RP и Panasonic S5, вот тут уже, скорее всего, Nikon все же выйдет победителем, потому что RP-шка, ну, совсем уж ущербная камера. У S5, конечно, покруче видеовозможностей, но по фотовозможностям, пожалуй, Nikon ничем тому не уступает. А вот по набору характеристик он действительно неплох, которые предлагаются за эти деньги. Ну а теперь, когда мы немножко разобрались, где эта камера в пищевой цепочке, скажем так, находится, поговорим уже об удобстве управления и о том, как она вообще собрана. Камера, в общем-то, легкая, весит она всего 675 граммов. Она хорошо лежит в руке, я бы даже сказал, практически идеально. Очень правильно сбалансирована, никаких ну, там, перевесов куда-то нет. Ну, действительно уверенно, хорошо удерживается рукой. И форма, и размеры ручки обеспечивают очень комфортный хват. Правда, до того момента, как ты захочешь изменить некоторые параметры съемки, но до этого мы сейчас еще доберемся. Сначала я хотел бы отметить, что резиночки, которые здесь имеются, все стали гораздо более качественные, чем раньше были у Никонов. Сложновато сейчас, кстати, найти старый, например, Nikon, у которого вот эти резиночки, особенно вот в этом месте, не деградировали, потому что со временем как-то резина у них рассыхается, ну, не знаю, честно говоря, какой там процесс именно химический или физический с ней происходит. Ну, в итоге они все начинают отходить, как-то оттопыриваться вот в этом месте. Ну, в общем, довольно дерьмово были раньше сделаны. Сейчас резинки прям хорошие, мне нравятся. И на ощупь очень хорошие, такие не излишне шершавые и хорошо к руке прилегают. В целом корпус у камеры остался такой же, как у Z6, только вот колесо режимов переехало вот отсюда на правую сторону и встало оно на место информационного экранчика, ценность которого, ну, вообще под большим вопросом, так что это скорее улучшение, чем урезание функционала, ну, по сути, как бы отсечение лишнего. Причем такая же компоновка у Z50, то есть также здесь колечко находится, то есть как раз вот у более простых камер они решили колечко сюда отправлять, и мне кажется, это правильно. Оно не блокируется, то есть тут вот кнопки в середине нет, чтобы заблокировать, но оно не выходит за пределы корпуса и довольно тугое, его прям действительно сложновато так с усилием переключаешь, поэтому оно не сбивалось у меня ни разу. Далее у нас здесь идет кнопочка записи видео, и она по форме достаточно сильно отличается и по форме, и она более выпуклая такая, чем остальные, которые вокруг, от всех соседних отличается, в общем, так что случайно, опять же, ее не нажмешь. Правда, и серьезного видео на эту камеру не поснимаешь, ну, об этом чуть позже, когда уже дойдем до
картинок. Рядом с ней находится кнопка ISO. И вот сюда зачем-то они сместили, ну, то есть сделали так, что кнопки не в один ряд идут, как было у первых версий, там Z6, Z7, а сместили вот сюда, в бок. Кстати, у Mark II Z6 и Z7 тоже кнопка смещена также в бок. Это очень неудобно, на самом деле, дурацкое расположение. Не знаю вообще, зачем ее сюда сдвинули, места на корпусе полно. Поясню, о чем я говорю, потому что, ну, просто у Nikon достаточно дурацкий способ менять параметры. То есть необходимо зажимать кнопку, а затем уже крутить колесико. И, соответственно, ну, колесиков тут вот оно сзади есть и спереди. То есть в зависимости там, от какую функцию ты выбираешь, ты крутишь там и то колесо, и это, меняешь разные параметры. В данном случае смотрите, как это выглядит. Ты хочешь изменить экспокоррекцию. Вот ты снимал, здесь у тебя пальчик, да? Ты его каким-то невероятным образом вот так вот изгибаешь, держишь камеру уже фактически непонятно как, там двумя пальцами передними, вот, ну, как бы спереди, снизу немножко поддерживая, и начинаешь крутить вот это, чтобы изменить экспокоррекцию. Но это же вообще... Тогда ты, ну, совсем уже как-то противоестественно держишь руку в каком-то непонятном положении, и камера очень неуверенно удерживается прям самыми кончиками пальцев. И так практически со всеми функциями, которые есть. Вот это колесико спереди, кстати, достаточно ущербное. Оно слишком слабо выпирает за пределы корпуса, и у него слишком неглубокие насечки сделаны. Так что палец по нему часто скользит. То есть я вот переключаю, у меня палец немножко проскальзывает. Ладно, хоть с рычажком включения они не напортачили, он удобный и правильный, находится вокруг кнопки спуска, то есть вот вкл, выкл, очень хорошо. Вот это самое лучшее расположение его. Справа под крышечкой у нас находится отсек под карты памяти. Теперь он двойной, теперь тут двойной слот для SD-карт, и обе дырки поддерживают карточки формата UHS 2, то есть вот такие вот с двойным рядом, более быстрые, чем стандартные. Хоть в этой камере наконец-то Nikon одумались все-таки, ну, сделать одиночный слот, да еще и под карточки нового формата XQD. Это очень странная была затея. Такое дурацкое решение немало потенциальных покупателей отпугнуло. И только особенно рьяные адепты Nikon соскочили на их новое творение, такие как Z6 и Z7, когда они там в 2018 году вышли. Ну, то есть, это те вот, деды, которые закалены в съемках детских утренников, крещений, свадеб и каких-то голых баб в хрущевках. Нормальный человек в здравом уме вряд ли захочет потратить 20-30к на карточку, навязанную ему безальтернативно. Слева под резинками у нас тут сохранены все порты, что были и в Z6, то есть как и в старших серьезных камерах, и под микрофон, и под наушники, причем вот это достаточно грамотно сделано расположение, потому что не всем нужно наушники, некоторые используют только микрофон, то есть ты можешь только частично открыть вот так резиночку, вставить микрофон, а наушники не открывать. Это они догадались сделать. Под соседней резиночкой, которая причем открывается почему-то, опять же, да, не сбоку, а снизу, расположены порты в таком вот порядке. Здесь идет сначала порт интерфейсный, который, ну, к которому можно подключать, например, какой-нибудь тросик спусковой. Дальше идет HDMI разъем и USB Type-C. Причем камера теперь умеет заряжаться от Powerbank, даже когда она работает. Раньше Z6, Z7 можно было заряжать, но только когда камера выключена. А сейчас прямо во время работы можно ее запитать. И это очень хорошо. Зато плохо, например, то, как резиночки разбиты на секции. Ну, то есть вот эта конкретно резиночка. Во-первых, она открывается снизу. Могли бы ее разделить на какие-то отделы, и открывались бы они по мере нужды сбоку. Но здесь они сделали так, что у тебя эта резиночка открывается снизу. И первый слот, который у тебя есть здесь, самый, по мнению Nikon, видимо, частый, это слот под спусковой тросик. Че, очень часто спусковой тросик кто-то использует? Нет, ну, конечно, иногда бывает, но вообще у камеры здесь есть, даже вот здесь вот нарисовано Wi-Fi и Bluetooth, и можно просто телефоном удаленно управлять без каких-либо дурацких тросиков, вставленных в камеру. И что особенно смешно, USB Type-C это именно последний порт. Очевидно, что USB Type-C несравнимо чаще будут использовать. Могли бы хотя бы, если уж такую конструкцию сделали, сделать Type-C внизу вот здесь. Не перестаю вот этому удивляться. Даже в таких мелочах Nikon умудряется налажать. Ну, вроде бы ерунда, а чуток бесит каждый раз раскрывать эту резинку полностью. Снизу у нас находится батарейный отсек. Здесь прячется батареечка. Новая, кстати говоря, батарейка. Она
называется ENEL 15C, и у нее гораздо больший объем, чем у предыдущих, и с другими буквами в конце. Те, которые ENEL 15 просто, и ENEL 15B. Совершенно отличная батарейка, она прекрасно чувствует себя на морозе, и в официальных технических характеристиках явно скромничают, когда говорят, что ее должно хватать на 400 с копейками снимков. Я в минус 15 мороз более 1000 снимков на нее делал совершенно спокойно. Снизу нет контактной площадки под батарейный блок. Ну, так, в принципе, изначально не было, наверное, предусмотрено никакой дополнительной батарейной ручки для более простейшей камеры. На горбике видоискателя крепление под горячий башмак. Встроенной вспышки здесь никакой нет. Слева расположена здесь кнопка переключения между режимами визирования. Справа находится барабанчик для диоптрийной коррекции. Сам видоискатель достаточно неплохой. Он перекочевал из Z6. Его не стали урезать по разрешению. Тут те же 3,6 миллиона точек. У него достаточно хорошее увеличение, но он откровенно врет по цветам. Не так значительно, конечно, как у Sony A7M III видоискатель врет, но ощутимо. А вот экранчик по разрешению все-таки урезали. Было 2 с чем-то миллиона точек, стало 1 миллион. Но зато он сенсорный, причем везде сенсорный. Как бы ты, куда бы ты ни жал, что в меню везде можно лазить, что в быстром меню тут можно менять настройки. То есть он прям действительно хорош. Ну, к нему придирок никаких нет вообще. Сенсорный экран, это очень хорошо. Nikon отлично все реализовали. Просто молодцы. Не могу сказать, что уменьшение количества точек как-то критически сказалось на качестве картинки, потому что все-таки экранчик 3 дюйма, тут особо какие-то пиксели при миллионе точек уже не видны. Все вполне нормально смотрится, так что это не сильное ухудшение. Другое дело, что у него, похоже, плохая частота обновления, ну или просто, я не знаю, там FPS как-то падает. Бывает, что картинка на нем довольно сильно отстает от жизни. И иногда при искусственном освещении я за ним такое замечал небольшое мерцание. Хотя и включен у меня режим подавления мерцания, ну почему-то оно, по крайней мере, именно в самом экранчике было заметно. Ну, может быть, именно его частота обновления совпадала со скоростью мерцания источников света. Я, короче, не знаю, не углублялся, но суть в том, что я такого еще не видел больше на других экранах. Здесь почему-то было заметно мерцание. Но это, опять же, супер редкое явление. Я видел это, пару раз, наверное, всего лишь. Короче говоря, экранчик не худший, что я видел. Вполне нормальный. Ну и как у Z6, Z7, он направляется вверх, опускается вниз, вот так вот достаточно ограничено, но лучше уж так, чем вообще никак. К сожалению, его вперед на себя нельзя повернуть, так что для блогерства не знаю, насколько камера такая годится, только если самого себя не снимать. Ну и, наконец-таки, никоновские инженеры или там дизайнеры, не знаю, кто там конкретно за это отвечает, осознали, что лепить кнопки по левую сторону от экрана может позволить себе только Leica. И теперь все главные кнопочки справа и всегда под рукой. То есть все кнопки у нас теперь находятся справа, и они всегда доступны. Слева остались только две самые бесполезные. Это просмотр и удаление материала. Честно говоря, хрен знает, кто ими вообще пользуется сейчас. В беззеркалках видно, какой будет результат заранее. Да и если ты не совсем овощ, то и сам понимаешь, получился у тебя кадр или нет. А удалять что-то с камеры при наличии практически бездонных карточек на сотни гигабайт, я не знаю зачем. Типа снимаешь и снимаешь, потом на компе посмотришь, удалишь, что не надо. Давайте посмотрим, какие кнопки здесь есть справа. Вот здесь, например, появился рычажок переключения между режимами фото и видео. Как у какой-то небезызвестной компании под названием Canon. Рядом кнопка AF On. И неожиданно для такого дешевого достаточно уровня техники здесь есть джойстик. Редко его добавляют на недорогие камеры. И видеть его действительно отрадно. Джойстик неплохой. Хотя тут есть крестовина, которая работает как джойстик. То есть она и по диагонали, и вверх, и вниз наяривает. Джойстик — это всегда хорошо. Джойстиком гораздо удобнее всегда менять точку фокусировки и так далее. То есть, тут, конечно, можно и тачем, и крестовиной, и джойстиком. То есть много вариантов. Когда есть столько опций, это всегда замечательно. Ниже этого навипада находится здесь кнопка меню вызова, естественно. Также кнопка протяжки.
И вот эти несчастные плюсик и минусик на Nikon, которые они постоянно зачем-то запихивают, не знаю, тоже какие-то идиотичные кнопки можно увеличивать колесиками или скроллить сделать. Ну, то есть, блин, не знаю, зачем это делают они. Также есть кнопочка быстрого меню, которая, к счастью, здесь есть, и его можно кастомизировать, хотя с кастомизацией в целом у камеры довольно туго. Можно перенастроить только несколько кнопок, далеко вообще не все из этих кнопок можно перенастраивать, в отличие от какого-нибудь Olympus или Sony, где буквально все кнопки можно переназначить на любые функции. Для примера в камере реализован фокус по глазам людей и фокус по глазам животных. И для переключения слежения тебе нужно зайти в меню, зайти вот сюда, автофокусировка, значит, вот распознавание лиц, и выбрать здесь или лица людей, или, ой, нажал не то, и выбрать здесь вот один из вариантов: распознавание лиц и глаз, распознавание лиц и распознавание животных. То есть тебе надо прям реально там кучу каких-то действий сделать. Нельзя нельзя в быстрое меню, во-первых, назначить эту функцию, во-вторых, нельзя на какую-либо кнопку назначить переключение этих режимов. На той же Соньке тоже есть распознавание лиц и распознавание мордочек животных, и там можно повесить абсолютно на любую кнопку переключение этих режимов. Ну, ведь удобно же, когда такая важная функция меняется по нажатию одной кнопки. Если вы понимаете, о чем это, у тебя не так уж, как правило, вообще немного времени, если ты видишь котика или песика, или тебе надо как-то лавировать между этими режимами. Например, у меня была ситуация, когда я снимал какую-то сходку косплееров, на Соньке как раз таки это было, и там были некоторые чуваки, у которых были рожи животных, и, естественно, по лицу человека она не фокусировалась, и я постоянно переключался, лавируя, то есть сначала как на животных фокусировка была, хоп, фотографирую нормального человека, у которого лицо человеческое, переключился и тоже нормально сфокусировался. Еще две функциональные кнопки, на которые у меня сейчас повешены изменение баланса белого и изменение зоны и режима фокуса, находятся спереди, и они чудовищно близко расположены. На них постоянно случайно нажимаешь, особенно если ты в перчатках. То есть, ну вот ты берешь камеру в руки, и у тебя прям пальцы на эти кнопки ложатся. И если ты еще перчаточки надел, то ты примерно в 100% из 100 нажмешь на эти кнопки случайно. Ничего, конечно, не произойдет, но все равно это немножко раздражает. Ну а как я говорил, у Nikon функции меняются, когда ты зажал кнопку, а потом крутишь колесико. То есть тебе действительно, вот сейчас, допустим, нужно поменять, то тебе нужно опять же зажать кнопку, вот я сейчас зажимаю кнопку изменения баланса белого и покрутить колесико. Как-то я не очень уверенно держу камеру, я ее практически не держу в этот момент, когда таким образом меняю. Только вот если нижнюю кнопку нажимаю, отлично все происходит, а если верхнюю нажать каким-либо пальцем, ну получается ты ее там безымянным или средним нажимаешь, ну скорее средним, и ты крутишь, ты по сути держишь камеру вообще там, ну, двумя пальчиками. Давайте глянем, что тут еще спереди есть интересного. Например, есть шильдик с надписью Z5, а вот здесь на углу находится лампочка подсветки автофокуса, она зеленого цвета, если что. Ну, также здесь рядом кнопка блокировки байонетного крепления. Как всегда, у Nikon все не как у людей. Снимается объектив в другую сторону, и когда мы снимаем объектив, мы видим здесь отличный, огромный байонет и голенькую матрицу. В выключенном состоянии она не прикрывается затвором. Благодаря такому крупному байонету у новых объективов Nikkor выше гораздо телецентричность падения света на матрицу, что способствует уменьшению оптических дефектов, ну, таких как хроматические аберрации, да, например. Также это позволяет делать саму оптику компактнее и легче. Ну, только если это, конечно, не бесполезный Noct 58 мм f/0.95. По умолчанию в комплекте идет такой китовый объектив 24-50 f4 f6.3. Да, он темный, у него достаточно ограниченные фокусные, да еще и вот этот дурацкий механизм парковки. То есть, чтобы его привести в чувство, нужно его распарковать, а когда ты хочешь его убрать, можно запарковать. Ненавижу я такие конструкции. Мало того, что раньше у Никонов как раз дохли шлейфы в объективах, потому что, ну, естественно, шлейф невероятно перегибается при такой вот парковке. Так и сама эта парковка, ну, не имеет никакого смысла. Когда ты этот дурацкий хоботок выдвигаешь, объектив выглядит, ну, просто максимально уродливо.
И при распарковке мы видим, что он был ужат всего на пару, наверное, сантиметров, что даст мне столь небольшое уменьшение размеров, ну, не знаю, там, скоробок спичек, может быть. Почему не сделать нормальный размер? Ну, оптически по качеству картинки у меня ну, нет к нему больших претензий, не могу сказать, что он прям ужасен. Если вы в целом шарите, разбираетесь в том, что вам нужно, и хотите приобрести все-таки вот этот Z5, то лучше, конечно, взять боди и на вторичке недорого, совершенно спокойно купить себе отличный объектив 24-70 f4. Он по-настоящему недорогой. Если лень думать, то можно взять и с этим объективом. Он вполне неплохой, как раз, ну так, на первое время. Есть, конечно, да, у него и дисторсия, и виньетирование, но все это самой камерой отлично правится. Ну или в RAW-конвертере можно исправить. Резкость по краям, конечно, не вызывает восторга тоже. Но он не совсем ужасен, как я уже говорил. Это недорогая, средненькая такая затычка с пластиковой конструкцией. Тут даже байонет пластиковый, ну, то есть, ну, типа, вообще хрень. Более серьезные объективы из серии Nikkor S, ну, вот, они сделаны гораздо лучше. Например, вот он 85 1.8, тут и байонетное крепление уже металлическое, и влагозащита имеется. И, как вы видите, тут такая сзади дырка достаточно огромная. Это как раз конструкция такая возможна благодаря большому крупному байонету. Естественно, сделан он из металла весь, картинка с него отличная. И, как видите, он выглядит вот так, как такой тубус. Практически никак не расширяется спереди и не сужается сзади. Ну, то есть, прям классно. Это они очень интересно, хорошо сделали. Ну и раз уж мы заговорили о портретнике, мне скинтона у Никона нравится. По снимкам сразу видно, что над этим поработали. Даже в каких-то достаточно сложных условиях освещения камера пытается сохранить цвета кожи все еще приятными. Вот несколько примеров, где на модель светили совершенно разные источники искусственного освещения, и все равно камера сохранила скинтон достаточно приятным. Вообще Никоны для портретиков, на мой взгляд, неплохо подходят, хотя у Canon мне цвета кожи все же больше нравятся. Ну, хотя бы заметно, что в области Color Science какая-то работа тут проведена, потому что те же Sony или Panasonic, например, в данных условиях освещения справились бы гораздо хуже. Ну и вот еще парочка примеров, где при естественном освещении Nikon также сохранил достаточно такие теплые тона кожи. Единственное, что меня расстроило именно при съемке портретов, это довольно посредственная автофокусировка. Очень большое количество промахов, стоит модели повернуться там в 3/4, в профиль ей повернуться как-то, камера тут же теряет фокус, может сбиться вообще в какое-то совершенно случайное место, не сохранить фокусировку на лице или на голове хотя бы. Прям перескочить там, не знаю, на плечо, например. Так что следящий фокус именно по лицам и глазам здесь значительно уступает и соневскому, и кэноновскому. Хотя, казалось бы, 273 точки гибридных автофокусов, почти что все поле кадра покрывающих, но алгоритмы при этом все равно как-то туповатые. Но вообще, по ощущениям, камера ведет себя именно в плане автофокуса очень похоже на то, как вела себя на самых первых прошивках X Pro 2 в 2016 году, фуджиковская. На всяческих животных автофокус наводится тоже не слишком выдающийся, похуже, чем у Canon и у Sony. Ну, на стоящие на месте чучела он все-таки наводится нормально, но вот если животное по-настоящему шевелится, бегает, там, ну, кошки и собаки, они вообще-то как бы не особо любят пассивно на тебя пялиться, замерев как в столбнике, то есть, ну, фокус все-таки сбивается с них. Попробовала со следящим фокусом и стрит-фото поснимать, но у меня были постоянно какие-то промахи, смазы, автофокус постоянно на задний план куда-то убегал. Ну, то есть он реально тупой, то есть он, в общем-то, не абсолютно ужасен, но он прям туп для чего-то супер динамичного, для какой-то репортажки он совершенно не годится. Ну, если снимать что-то пассивное, типа спящего бомжа, например, или там моего друга, стоящего посреди магазина, то да, наверное, для таких целей он
подойдет. Автофокус также медлителен, и если включить фокусировку по одной точке, мне вообще показалось, что камера перестает гибридно фокусироваться, то есть она фазовые датчики, похоже, не задействует. Если у тебя всего одна точка, она, похоже, становится просто контрастной, потому что я прям видел, как она линзы туда-сюда начала гонять, как у какого-нибудь Panasonic. Ну, в темное время суток, например, где-нибудь там в сумерках, она немножко в растерянности оказывается, если ты фокусируешься по одной точке. Может там полсекунды, например, фокусироваться, наводиться на резкость, еще и промахнуться в итоге. Значительно ускоряет работу фокусировки. Если ты все-таки не по одной точке будешь фокусироваться, а выберешь маленькую группу просто точек, ну, квадратик просто чуть-чуть увеличишь, и тогда будет проще и наводиться, видимо, все-таки тогда уже задействуются и фазовые датчики. Благо, эту небольшую зону фокусировки очень легко гонять по экрану джойстиком, который тут имеется. Можно просто пальцем по сенсорному экрану также тыкать, куда тебе нужно. Раз уж я про ночь тут упомянул, как я уже говорил, камера имеет матрицу без обратной засветки, то есть, соответственно, по логике вещей она должна сильнее шуметь в темноте и при повышении ISO. Ну, сильнее, чем Z6 как минимум, да? И да, по факту так и есть, но я бы не сказал, что разница какая-то прям чудовищная, катастрофическая. Просто он шумит чуть-чуть сильнее, там, я не знаю, если в процентах, может, на 15-20% хуже по показателю этому. Шумы довольно сильно заметны даже уже на ISO 3200, например. То есть там прям зерно повсюду видно, но детализация при этом сильно не теряется. И я считаю, что потолком для этой камеры является где-то ISO 5000. То есть до 5000 вполне себе детализация сохраняется, цвета сильно не плывут, динамический диапазон, конечно, сжимается, но не прям скукоживается в ничто. А вот после 5000 там уже, конечно, жопа и вообще страшные картинки. Кстати, у Nikon довольно прикольно реализован баланс белого. У него есть несколько таких глобальных пресетов. Ночью я бы рекомендовал использовать тот, что ориентирован на сохранение белого. Так как если выбрать тот, который следит за общей атмосферой, то искусственный свет будет отдавать зеленым. Ну а если дать приоритет теплым тонам, то все станет чрезмерно желтым, будто, не знаете, в глаза нассали. К слову, все фото, которые я здесь ночные буду показывать, они все сделаны с рук, потому что у камеры отличный стабилизатор, который по-настоящему работает, в отличие, кстати говоря, от соневского. Днем же и, ну, вообще при естественном освещении отлично справляется именно тот режим баланса белого, который ориентирован на сохранение общей атмосферы. Он работает даже, я бы сказал, немножко похож на тот, который у Pentax есть. Он не делает картинку слишком теплой или слишком холодной, а достаточно сбалансированный, такие генерирует кадры. Пока я гулял по городу, я попутно снимал не только какую-нибудь архитектуру, но и различные детали какие-то, которые я видел в разной степени шершавости и повторяемости их паттерна. Ну, в общем, к чему я подвожу? К тому, что муара я ни на одном снимке ни разу не обнаружил. Nikon отлично с этим справляется. Они очень давно уже убрали антимуарный фильтр, и алгоритмы у них просто шикарно подавляют муар. Никаких бензиновых разводов на картинке я у них не видал. Ну, если про пейзажи говорить, то тут отличная детализация, хороший динамический диапазон, приятные цвета по умолчанию, что, в принципе, еще-то надо для любительских таких вот пейзажиков.
Даже динамический диапазон на ISO там, до, наверное, 800 остается на очень высоком уровне. То есть у тебя равы очень гибкие, ты можешь ловко тянуть картинку что в цветах, что в тенях. Ну, прям жирный такой RAW файл получается хороший. Так что, в общем, да, я могу сказать, что Nikon Z5, она просто прекрасная камера для какого-то начинающего фотографа, потому что у нее довольно богатый функционал для такого решения, ну, не самых сложных задач. Снимать ту же архитектуру и пейзажи на Z5 кайфово. Ну, в общем, делать снимки чего-то достаточно статичного. Конечно, можно и людей, и животных поснимать, но без большой какой-то динамики, потому что фокус все-таки туповат. Но сейчас я описываю нужды какого-то совсем уж абстрактного человека, который, например, никогда фотоаппарата там в руках не держал, или там у него не было опыта серьезных каких-то фотосъемок. И такому человеку действительно Nikon Z5 отлично подойдет. Ну или если ты хочешь перейти с какого-то совсем уж там древнего кропа, там, не знаю, APS-шки какой-нибудь там вообще доисторической начала нулевых, то да, опять же, это прекрасная камера для того, чтобы на нее перейти. Если же ты все-таки имеешь опыт съемки, у тебя были, например, там полнокадровые зеркалки, тебе вообще камера нужна для какой-то серьезной работы, то тут уже про Nikon Z5 я бы не стал думать. Z5 для серьезных задач это не лучший выбор, хотя, с другой стороны, если ты решил взять себе относительно некрупную беззеркальную полнокадровую камеру по более-менее вменяемой цене, то выбор не так уж и велик, и если сравнивать с Panasonic S5 или Canon RP, то Nikon, наверное, все-таки не самый худший вариант из этих. Canon RP это совсем мусор вообще по сравнению с любой, наверное, камерой. Даже некоторые крупные получше, чем он, снимают во всех отношениях, причем получше даже в качестве картинки на высоких ISO. Ну а если вам действительно нужна нормальная серьезная камера, то лучше добавить несколько десятков тысяч и уже взять что-то, ну, действительно посущественнее. Ну а если вы являетесь тем самым человеком, которому необходим любой ценой полный кадр, и неважно, какие там у него функциональные возможности будут, то спешу вас огорчить. Во-первых, вы долбоеб, а во-вторых, на Авито полно всяческих лотов выставлено, где ушатанные, уставшие полнокадровые зеркалки стогодовые стоят, и можно купить их реально за копейки, но тут есть риск того, что у тебя эта камера просто рассыпется в прах прямо в руках. Но можно реально купить себе полный кадр сейчас очень дешево. Но надо ли? Ну, как вначале я сказал, не могу радикально сказать, что Z5 это какой-то хлам. Это было бы прям враньем и преувеличением. За свои деньги он весьма хорош. Но мне дико не нравится эргономика Никона. Очень расстраивает посредственный автофокус и куча еще каких-то мелких всяческих недочетов, которые, ну, прям подбешивают. Стабилизатор у камеры отличный, батарея классная, по картинке вообще никаких вопросов у меня тоже нет, но камерой просто банально мне лично неудобно пользоваться. Плюс камера недостаточно гибридная, потому что мне, например, если я серьезную камеру беру, хотелось бы, чтобы она еще и 4К без кропа писала. Хотя вот сейчас я, например, хоть и Full HD снимаю, но 4К мне тоже иногда бывает нужно. Здесь камера пишет его с чудовищным кропом 1.7, что вообще, ну, просто хренотень. Я считаю, что для несложных каких-то фотографических задач, для какого-то начинающего фотографа или для какого-то просто энтузиаста, любителя, Z5 не самая худшая камера, он вполне себе неплох. Но если ты прям для серьезной какой-то работы его берешь, или у тебя прям уже высокие какие-то требования к камере, так как ты уже перепробовал другие фотоаппараты и имел что-то получше, то, конечно, Nikon Z5 заставит тебя фрустрировать значительно. Ну что ж, надеюсь, обзор все-таки окажется для вас полезным, так что ставьте лайки, подписывайтесь, ну и до новых встреч!